Всем привет! Сегодня сделаю небольшой видеоликбез по микрофонам, которые я использую в своих съемках. В основном это все компактное, но есть и чуть более увесистые девайсы. Мы все это быстро протестируем. Мне самому интересно, насколько в сравнении они дают разный звук, и я поясню, насколько удобно пользоваться тем или иным девайсом. Ну, во-первых, я в наушниках, и я стараюсь всегда мониторить звук из камеры, потому что мы слышим то, что будет записываться в видео непосредственно в наушнике. Это важный момент. Иногда я использую вот такие обычные, простые. Иногда я использую наушники, ну, более серьезные, когда мне нужно слушать в более, может быть, шумной атмосфере или когда звук это очень-очень важно, хотя звук это важно всегда. Сейчас я пишу вот на такую коробочку Rode, это петличка беспроводная. Иногда ее использую просто как микрофон, держа в руке, иногда располагаю где-то на теле говорящего, иногда располагаю ее где-то незаметно и подключаю. Здесь есть разъем для, в общем, тут под, сорян за звук, вот здесь под ветрозащитой располагается вход для петлички обычный. То есть можно повесить петличку и подключить в эту коробочку. Я не сделал, важное замечание, не сделал условия в комнате стерильными, я оставил работающим кондиционер, то есть он такой дает какой-то более-менее постоянный монотонный шум. Иногда, может быть, звуки с улицы могут доноситься, и окно на улицу, и кондиционер за камерой позади микрофонов располагаются, соответственно, тоже в зависимости от типа микрофона это может влиять. Итак, сейчас это звук, вот, собственно, на эту петличку, которую я держу в руке. Ну вот, примерно так она бы звучала, если бы располагалась у меня на теле, и голос, и громкость его была бы примерно такой. Я не буду менять настройки в камере по громкости, вот, поэтому тоже увидим разницу, какие устройства съедают, какие не съедают. Итак, это был тест петлички Rode Wireless Go 2, называется модель. Сейчас я ее выткну, и мы послушаем, как звучит внутренний микрофон камеры. Я снимаю на Sony A7 IV. У нее, в принципе, довольно хороший микрофон, и иногда я пользуюсь, когда я не успеваю надеть микрофон, или что-то происходит неожиданно, или с микрофоном какая-то проблема, я снимаю на камеру. Я располагаюсь на расстоянии, ну вот примерно вытянутой руки от камеры, но меня чуть наушники ограничивают. Ну, примерно это то расстояние, с которого мы снимаем интервью, говорящие головы, и когда я документалки снимаю, и кто-то говорит что-то, и я не уверен, хорошо ли пишется звук, я стараюсь находиться тоже ближе к этому говорящему человеку и подходить с камерой, чтобы звук был как минимум по уровням громче, чем другие звуки, другие голоса и так далее. Вот, значит, сейчас отключаю, я не буду катить, буду снимать нон-стопом. Сейчас отключу петличку, и мы послушаем, как звучит микрофон в камере. Так, вот сейчас я отключил петличку, выключил, сейчас пишется внутрикамерный микрофон. Записывает звук. Уже в наушнике я слышу, что стало больше эха, стало больше шума, потому что он более разнонаправленный. Но в принципе неплохо. Для базы, когда нет другого звука, все окей. Пройдемся по микрофонам теперь, которые у меня здесь есть. Начнем с самого простого и доступного, хотя это тоже Rode, вот, но это такая вот маленькая компактная штука, он стоит там, ну, до 50, мне кажется, долларов, наверное. Недорогая вещь. Так, где-то у меня от него возьмем крепление от другого микрофона. Площадка где-то валяется в разобранном виде. Вот. Собственно, ставлю микрофон в площадку. Это не оригинально, выглядит коряво, но в целом нам это не важно для теста. И поставлю сразу на него ветрозащиту. В комплекте она вот такая идет, да, вот эта собачка или dead cat, так называемая.
потому что редко такие микрофоны я использую без ветрозащиты, и, в принципе, он предназначен для аутдорной какой-то работы. Вот. Из плюсов самого микрофона, что он маленький и очень компактный, и его площадка оригинальная, она тоже маленькая, то есть его сложно там как-то сломать, повредить, его можно закинуть в карман, он небольшой и на камере выглядит тоже не пугающе, в отличие от каких-то там больших шотган микрофонов, пушек. Ставлю и на него уже запишу остальное. Так, сейчас тут все шумит. Вот это минус микрофона встроенного в камеру, что любые касания камеры, они слышны. Подключил маленький Rode, кажется, он называется Video Micro. Ну, это плюс-минус вот такие компактные версии микрофонов на таком же расстоянии примерно, вот на расстоянии вытянутой руки от микрофона. Говорю, в общем-то, в него, позади него кондиционер и улица, соответственно, вот этот немножко шум, я его слышу в наушниках. Это то, что с задней стороны любой, в принципе, микрофон, даже направленный, пишет немного. Это вот, скорее всего, звук кондиционера. Посмотрим в финальном видео, насколько он будет раздражать, насколько он будет выбивать или, наоборот, будет незаметен. Это не всегда вот слышно, кстати, в таких наушниках. И да, обработку звука я не буду делать, я не специалист по звуку, поэтому все, что будем смотреть, это все сырое, вот как записалось в видео. Итак, это был маленький Video Micro Rode. По уровням я вижу, что в принципе он пишет нормально, я ничего не перенастраивал в камере. Голос слышно, чуть-чуть немножко эхо есть, наверное, отраженный еще звук, комната не очень большая и чуть-чуть кондиционера. И вот что-то на улице сейчас там прошло, тоже слышал. Следующий микрофон, это тоже Rode, это новая модель, он называется VideoMic Go 2, то есть у него есть плюс, у него есть разъем USB-C, то есть можно к любому устройству подключать на смартфоны, на всякие маленькие камеры писать. Есть обычный 3,5 мм джек. Вот, из минусов, что у него в стандартном наборе, вот ветрозащита только такая вот поролоновая, собачки нет, и когда ветрено, будет слышно звук, я использую ветрозащиту просто другого микрофона. Сейчас поставлю вот с этой поролонкой. Сейчас тоже немножко камера пошумит, потому что я буду переставлять микрофоны. Так, сейчас звук на VideoMic Go 2 пишется, RD-шный, с поролоновой ветрозащитой. Я слышу, что голос стал громче по уровню относительно предыдущего микрофона, потому что этот микрофон как минимум просто сам по себе больше, и, соответственно, он более направленно берет звук, а я перед ним располагаюсь. Я по-прежнему слышу кондиционер таким шумом на фоне, но как будто бы он чуть-чуть или по частоте, или по громкости чуть меньше раздражает, чем с предыдущим микрофоном. Голос звучит нормально, эхо немножко есть, что логично в такой комнате. Соответственно, если вы стеснены в условиях и вам нужно снимать в таком помещении, нужно просто, чтобы, например, человек вот располагался еще чуть-чуть поближе, и тогда уровень голоса будет выше, уровень шумов будет ниже. Доступных лайфхаков в документальной съемке. Сейчас попробую следующий микрофон. Он похож на этот. Этот такой вот недорогой абсолютно, он $40, наверное, стоил. Тоже направленный микрофон. Он уже чуть-чуть, с одной стороны, он хуже сделан, у него подвес такой, то есть, если вот сейчас я задеваю камеру, что-то там буду переключать, то на Rode микрофон этого практически не слышно из-за подвеса, потому что подвес гасит вибрации. Здесь чуть подвес похуже, а здесь впаянный провод, соответственно, если с проводом что-то случится, то его надо или перепаивать. В Rode ты просто берешь и другой провод используешь. Вот. Но здесь есть,
он на батарейке, соответственно, он усиливает сигнал. И здесь есть плюс 10, минус 10 уровней сигнала, то есть в момент съемки можно переключать. Если, например, стало почему-то сильно громче, то можно поставить на минус 10, если стало сильно тише, можно на плюс 10 поставить. В общем, удобная штука, она обычно есть на таких более серьезных моделях. Плюс есть low pass фильтр, как раз мы его попробуем, я его сейчас пока выключу. Он, по идее, должен вот этот шум от кондиционера убрать. И, естественно, есть on-off, вот лампочка загорелась on, лампочка выключилась off. Но это проблема в таких микрофонах, по крайней мере для меня, когда я снимаю документалку, это долго, и это отдельными кусками, эпизодами, я просто забываю выключить, и у меня разряжается батарея, и потом, когда мне нужно использовать микрофон, он просто не работает, потому что батарея разрядилась. Это минус таких микрофонов, но плюс то, что мы можем регулировать, то есть амплифайер, мы можем усиливать или уменьшать сигнал. Ставлю вот этот Takstar, посмотрим, как он звучит. Сейчас пишется внутрь камеры, поэтому мы все слышим. Еще раз зато послушаем, как звучит внутренний микрофон. Так, Takstar установлен, включен, low pass фильтр выключен, стоит на нуле. И подключаю. Так, стою на позицию, значит, сейчас пишем в Takstar. Он направлен на меня, тоже с поролонкой ветрозащитой. Я вижу по уровням, что уровень голоса записываемый выше, соответственно, может быть из-за того, что он более направлен, чем Rode, или это его базовое значение, потому что у него есть питание свое. Но на слух эхо больше, шумов как будто бы больше, ну, более такой гулкий. Голос звучит окей, может быть даже чуть-чуть поглубже. Сейчас поставлю фильтр сначала. Включаю low pass фильтр. Смотрите, опять же, я задеваю микрофон. Из-за того, что подвес плохой на дешевых микрофонах, то мы слышим, как я задеваю микрофон. Так. Вот, сейчас я включил low pass фильтр, но, по-моему, шум не изменился от кондиционера, точно такой же остался, то есть я не знаю, работает или нет этот фильтр. Фильтр отключен, фильтр включен. Ну, какая-то фильтрация есть, ну, сейчас отключу. Вот, соответственно, сейчас вот громко стало, поставлю на, вот, поставил уровень на минус 10, и у меня сразу более-менее нормализовалось, не такой зашкаливающий голос стал по уровням, скорее всего, это хорошо работает и шума стало меньше. Вот. А если, например, в какой-то момент что-то нашел, потом начал говорить, тот, кого записывать, очень тихо говорит. Ставите на плюс 10, слышите вообще, каждый шум слышите, потому что ставили на плюс 10. Вот. Поэтому это очень удобно, когда есть такой переключатель. Выключаю этот микрофон и пробую следующий. Да, сейчас вы слышали, что звука не было, когда я микрофон выключил, это как раз минус. Если села батарейка, то все. Как говорится, пиши пропало, точнее ничего не пишется, все пропало. И это можно не сразу заметить, что микрофон выключен и ничего, в общем, не записать. И это супер фейл. Следующее, что мы попробуем, это такой более серьезный агрегат, это Zoom F1, то есть это рекордер, у которого есть свое питание батарейки, у него есть своя карта памяти, то есть он может писать внутрь себя. Соответственно, вы можете иметь запасную дорожку, записанную в сам рекордер. Вот я его сейчас использую, просто через него буду звук пропускать, то есть как микрофон подключу, также через обычный джек, и он будет работать как микрофон, просто пропускать через себя в камеру сигнал.
Одновременно я могу писать в него, могу не писать. Сейчас мы просто его как внешний микрофон используем. Значит, из минусов он тяжелый, но у него очень хороший подвес, то есть он очень хорошо гасит вибрации, касания. В стандартном тоже у него только поролоновая ветрозащита, но у меня есть на него собачка, чтобы использовать на улице, опять же, с какого-то большого микрофона. Еще у него есть вот этот амплифайер от 0 до 10, здесь шкала, соответственно, можно плавно регулировать сигнал в зависимости от говорящего перед камерой или происходящего перед камерой. Ну и там еще есть разные в нем настройки и фильтры, но ничего сейчас не будем этим пользоваться, просто будем иметь в виду, что это как бы девайс, который дает дополнительные возможности по размеру. Вот получается, например, с вот этим радешным микрофоном, который я использую сейчас по умолчанию всегда, вот он почти в 2 раза больше, в 2 раза, а то и в 3 раза тяжелее. Опять же, требует питания, требует какого-то того, чтобы немножко разобраться в настройках. Я несколько раз его использовал, и он мне давал какой-то шум, который я не мог понять. Ну, видимо, от его работы, потому что в нем тоже какие-то процессы идут, были помехи. Вот, возможно, он требует какой-то постобработки звука, но я давно им не пользовался, если честно, так поэтому самому сейчас интересно, как он будет по сравнению с другими микрофонами. Устанавливаю. Так, вот, подключен, значит, Zoom F1 с пушкой, модулем пушки. Я, кстати, не успел сказать, забыл, что зумовские системы чем хороши, что там сам микрофон модульный. То есть вот у меня есть стереомикрофон, 2 микрофона направленных. Это хорошо, когда мы записываем какое-то событие или несколько человек, или какую-то люди там музыку играют, или что-то происходит, и нужно писать не направленно в одну точку, а вот захватывать какой-то радиус. Вот, есть такой модуль. У них есть еще такой шарик, который 360 пишет. Ну, в общем, у них там система модулей, они все взаимозаменяемые. То есть ты просто берешь, снимаешь один модуль, ставишь другой, и у тебя получается целый набор разных микрофонов. Это удобно, если переходить на это как на систему, если работать со звуком. Из-за, значит, того, что я вот сейчас на первый взгляд слышу, появился какой-то шум, но как будто бы это не шум кондиционера, а вот тот шум, про который я говорил, как будто бы само устройство дает какой-то шум. Может быть, его легко убрать и вырезать на постобработке, но я, опять же, не специализируюсь на звуке, возможно, это какая-то частота, которую легко отфильтровать, но мне вот сейчас в наушнике на слух она как бы слышится. Из другого меньше слышу эхо, то есть голос более такой четкий, артикулированный, идет в микрофон. По частоте, тембр голоса он довольно приятный, не слишком какой-то высокий, довольно глубокий. То есть качество записи голоса звучит хорошо. Сейчас попробую немножко добавлять и убавлять уровни. Это минимальный. Это минимальный уровень, на единичку я сейчас поставил. То есть можно вот от такого уровня записывать голос, практически ASMR. Вот, а сейчас поставил на плюс 10, поэтому стало слышно шумы, эхо больше. Вот. Ну, это вот очень удобно, что в процессе можно, и вот когда я меняю, мы даже не слышим того, что я задеваю микрофон. Это тоже очень важно. Вот если вот я задел ветрозащиту, если ее не задевать, а просто делать что-то на самом микрофоне, то не слышно. Вот, такое качество на Zoom F1 с пушкой. Ну и давайте еще поставлю тогда стерео, чтобы у нас уже полностью обзор всего был. Я больше не буду перезаписывать. Вот.
Вот, установил стереомодуль, и слышно, конечно, сразу, что не только мой голос, но еще какое-то пространство вокруг записывается, в том числе больше эха, больше отражений в дорожке, это я уже слышу. И, ну, в общем, да, для своих целей это удобная штука. И сейчас мы еще тогда сделаем вообще самое простое, что можно. Вообще голос лучше всего писать на петличке. Вот, наверное, все знают, кто начал этот вопрос изучать. Вот. У меня есть вот такая вот соневская петличка стерео. Не знаю, сложно сказать, она немножко больше выглядит, чем привычные петлички, особенно с этой защитой. И вроде как неплохой пишет звук, но мне не очень нравится из-за размера. И я ее сейчас подключу просто напрямую в камеру. Вот. А обычно я ее подключаю вот в эту коробочку, и как бы она на человеке, коробочка в кармане. Все классно пишется. Вот. Поэтому сейчас подключу напрямую в камеру петличку. Итак, сейчас петличка подключена напрямую проводом в камеру. Естественно, любые касания петлички, они слышны. Поэтому петличку обычно лучше не трогать и располагать ее на теле так, чтобы ее не задевала часть одежды, лацканы, какие-то шарфы и так далее. Вот, сейчас я ее прицеплю. Примерно петличка вот обычно где-то вот тут располагается на человеке. Вот. И, соответственно, вот тоже сейчас я уже, в принципе, это слышу в наушниках, что уровень голоса стал выше, шум мы почти не слышим, он где-то на фоне присутствует, и тоже, скорее всего, его на постобработке легко будет убрать. Ну, это как бы основное правило звукозаписи, что чем ближе микрофон к объекту звука, и при этом уровни не зашкаливают, тем чище и лучше и глубже будет этот самый звук. В данном случае это мой голос, и я как основной источник звука. Поэтому вот петличка, она максимально близко из всех микрофонов, которые мы использовали, ко мне, к моему горлу, к моему голосовому аппарату располагается. Поэтому для записи голоса это, наверное, самый удобный вариант. И опять же, если ее вот через коробочку использовать, через RD-шную, то еще у нас вот это ограничение в виде провода исчезает. Хотя вот, например, для какого-то влога можно даже так, можно напрямую воткнуть в камеру. И это самый, наверное, один из самых бюджетных вариантов, хотя хорошая петличка тоже $50 стоит, но в целом $15 можно купить петличку, которая тоже будет работать. И такая довольно универсальная штука. Вот. Дальше я выложу эти все сравнения в какой-то последовательности, чтобы мы могли послушать, как на самом деле вот сырой, прямо в камере, звук с разного вида микрофонов звучит. При этом у меня не было ни одной модели суперпрофессиональной. То есть микрофоны, которые выпускают там Sennheiser или те же Rode, но которые используются в том числе и в кино. То есть это тоже шотган направленный микрофон, но обычно они такие большие, прям еще больше. То есть его можно ставить и как на камерный. Много ребят-документалистов так используют, я знаю. А в кино он цепляется на такую палку, удочку, такой бум, и специально человек, оператор этого бума, подносит вот этот подвешенный микрофон максимально близко к говорящему актеру или к какой-то сцене, или к какому-то объекту, который издает звуки. Так пишется звук в кино. Соответственно, микрофон направленный, он берет вот только из вот этой точки, куда ты его направил максимально, ты его подносишь максимально близко, соответственно, уровень других звуков довольно низкий и не мешает основному звуку, который мы хотим записать. И да, вот такая получается история со звуком, но я опять же рассматриваю это все в рамках тех проектов, которые я снимаю. Это какие-то документальные вещи, интервью, YouTube-проекты, где нужно быстро, легко и умеренно качественно записывать звук.
Поэтому это ни в коем случае не обзор каких-то суперпрофессиональных штук, это скорее такие вот бытовые, доступные, недорогие варианты, как можно писать звук, если вы, не знаю, снимаете влоги, документалки, что-то экспериментируете, снимаете что-то свое, при этом не хотите сильно тратиться и погружаться в тему записи звука. Вообще это отдельно, нужно изучать, это отдельная профессия, со своими сложностями, со своими лайфхаками и так далее. Поэтому назовем это такой бытовой обзор доступных недорогих микрофонов для съемки влогов и документальных материалов. Все, пока. Дальше слушаем. Что-нибудь еще пообозреваю, когда будет настроение. Примерно так она бы звучала, если бы располагалась у меня на теле. Сейчас пишется внутрикамерный микрофон. Подключил маленький Rode. Сейчас звук на видео Mic Go 2 пишется. Стою на позицию, значит, сейчас пишем в Techstar. Подключен, значит, Zoom F1 с пушкой, модулем пушки. Установил стереомодуль, и слышно, конечно, сразу, что не только мой голос, но еще какое-то пространство. Уровень голоса стал выше, шум мы почти не слышим, он где-то на фоне присутствует.